Друзья, всех приветствую вас на канале Каспийский берег. Сегодня мы готовим просто обалденное блюдо. Без всякого преувеличения. Блюдо просто изумительное. Значит, блюдо это из соленой копченой рыбы, начиненное овощами и травами. Это блюдо у нас довольно-таки редкое, но очень вкусное. Очень такое летнее, легкое блюдо. Рецептом этого блюда со мной поделилась мама моего друга. Ягуд Хан, спасибо вам за прекрасный рецепт. Значит, готовить это блюдо мы начнем с начинки. В первую очередь нарежем лук. Значит, блюдо это называется на азербайджанском долма балых. На русском по переводу, наверное, ближе всего будет просто фаршированная рыба. Теперь снимем кожицу с помидоров, которые мы предварительно ошпарили кипятком. Нарежем помидоры. Отправим помидоры к луку. Прям целиком добавим кизил. Вот так. И зеленую кислую алчу. Это очень важный ингредиент. Теперь нарежем ее, измельчим. Алчу тоже в кучу. Алчу в кучу. Так, теперь добавляем наши травы. Это один из важнейших ингредиентов. Это сушеная трава. На азербайджанском ее называем гилямерзя. На русском это душица. Ее добавляем немало. Она обладает обалденным ароматом. Просто обалденным. Я даже не знаю, как передать, на что этот аромат похож. Это что-то вроде мяты, но не мята. Он более насыщенный, более богатый вкус. Вот так. И теперь уже обыкновенную мяту, сушеную мяту. Тоже где-то вот так, полстакана. Теперь поперчим и посолим. Так, это наш черный перец. Посолим. Ну, солим совсем немного, так как у нас рыбка наша соленая. Так что солим чуть-чуть. Вот так, я думаю, будет достаточно. Хорошенько все это перемешаем. Посмотрите, какие краски красивые. Мы провожаем лето. Вот это такое прощальное летнее блюдо.
Все, с начинкой закончим. Переходим уже к самой рыбе. Вот наш красавец лещ. Смотрите, какой красавчик. Копчено-соленый. Значит, что мы с ним должны сделать? Мы его должны разрезать по хребту и рыбу раскрыть как книжку. Сначала снимем чешую. У нашего леща она вот такая крупная. То есть ее можно вот так прямо руками обдирать. Также удалим ненужные нам плавники. Так, теперь разрежем рыбу по хребту. Сначала такой неглубокий надрез, а потом уже прорезаем кости. И раскроем нашу рыбку как книгу. Вот так. Друзья, нам повезло, она вышла икриной. К тому же аккуратненько извлекаем нашу икру. Посмотрите, каким стал наш лещ. Абсолютно круглым. Больше уже на камбалу похож, чем на леща. Теперь нам понадобится чистая марля. Берем наши виноградные листья, которые мы предварительно сорвали с нашего виноградника. И всю вот эту марлю мы обкладываем виноградными листьями. Делаем это вот так, друзья. Вот такую вот простынь из виноградных листьев мы создали для нашей рыбки. Теперь берем нашу рыбку, нашу красавицу, знаете, выкладываем ее вот таким образом в середину этого квадрата и наполняем ее нашей начинкой. То есть прямо вот так сверху укладываем. Так, теперь вот эту нашу рыбку, нашу красавицу, наполненную овощами и фруктами, мы перевяжем вот так узелком. Значит, берем сначала марлю с двух концов, перевязываем ее. Так. Теперь с противоположных концов. Вот получился у нас такой узелок, друзья. Вот так. Все. Готово. Сейчас разожгем наш очаг. Теперь обратите внимание, друзья. Значит, мы наливаем воду в наш казан. Вот так. И ставим вот такую вот решетку, сетку.
Это для того, чтобы наша рыба не соприкасалась с водой. Готовиться она должна исключительно на пару. Наш казан пыхтит, как паровоз. О, вода закипела. Значит, пора опускать сюда наш волшебный узелок. Значит, кладем его узлом вниз, друзья. Вот так. Вот так положили на решетку. Воды абсолютно не касается рыба. Закрываем крышкой. И теперь вот так на среднем, на маленьком даже огне, где-то в течение часа, может даже чуть меньше, минут 40-45, час, это блюдо приготовится. Ждем. Так, друзья, проверим, как там у нас дела. О, кипит. Как вкусно, как это вкусно пахнет, ребята. Еще минут 10-15 дадим постоять. Все, друзья, прошел ровно час. Все, снимаем нашу. Так, надо перевернуть. Вот так. Ну что, развяжем, друзья, посмотрим, что там у нас получилось. Ой, пахнет, я не хочу повторяться, но запах просто обалденный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья. Посмотрите, что здесь. Какой здесь кайф. Посмотрите. Посмотрите сюда, друзья. Я вас прошу, просто улетите. Что здесь произошло? Произошло чудо. Наша рыбка. Но сейчас мы его с вами пробовать не будем. Почему? Потому что это блюдо холодное. То есть оно приготовилось, и мы должны ему дать как минимум час остыть. По истечении часа мы начнем его пробовать и делиться впечатлениями с вами, мои дорогие зрители. Друзья, прошел еще 1 час. Наше блюдо, наша рыбка основательно остыла. То есть мы ее сейчас будем пробовать так, как положено. Это блюдо холодное, оно не горячее. Сейчас попробуем, как оно у нас вышло. Значит, кусочек хлеба. И вот так отщипываем от самой рыбки кусок. И обязательно вот это наша прекрасная овощная фруктовая начинка. Всем советую, ребята. Это просто вот этот контраст вкусов соленой рыбы и вот этих кислых фруктов, овощей, острого перца. Просто невероятную вещь делает. Я вот, честное слово, клянусь вам говорю, очень вкусная вещь. Всем советую. Мы провожаем лето вот таким летним прекрасным блюдом. Смотрите наш канал, подписывайтесь на него и ставьте лайк. До свидания, до новых встреч на Каспийском берегу.